Проект не является политическим, а исключительно выступает за соблюдение законов и защищает права потребителей и предпринимателей. Сегодняшний выпуск будет посвящен руководящему звену в ритуальной сфере. Расскажем, кто эти люди и каким образом стали занимать свои должности. Распутывать наш клубок мы начнем с одного из наиболее криминализированных районов в ритуальной сфере – города Раменское. И конкретно с МКУ «Раменская ритуальная служба». Главные герои – Дмитрий Юрьевич Бурмистров. Его биография в сети. На скамье подсудимых в Раменском суде полицейский Алексей Петин и Дмитрий Бурмистров. Оба обвиняются в превышении должностных полномочий, а точнее в том, что пытали задержанных. Всех троих якобы жестоко истязали в Гжельском отделе милиции. Нужных показаний добились при помощи противогаза. Перекрывали воздух, а потом пускали в шланг дым от папирос. После такой экзекуции мнимый убийца написал явку с повинной и почти год отсидел в СИЗО. Обвиняемые под подпиской о невыезде. Рассказывать про специфические методы расследования отказываются, от журналистов спасаются бегством. Пытки были по отношению к задержанным? Нет, вы подождите, вы не увлекайтесь, Алексей. Пытки были или не были? За все зверства Бурмистров и Петин получили всего 4 года колонии. После выхода из тюрьмы по неизвестной причине отправился работать в сферу ритуальных услуг и какое-то время работал в компании «Честный агент». По информации, которую удалось получить, он работал там в отделе безопасности. Мы позвонили в компанию «Честный агент». Они отказались давать комментарии, подтвердив, что Дмитрий Бурмистров действительно работал какое-то время, но потом уволился. Несмотря на бэкграунд, в 2019 году новый глава Раменского района Виктор Неволин назначает Бурмистрова на должность директора МКУ «Раменская ритуальная служба». Виктор Валентинович Неволин с 91 по 97 год был заместителем председателя исполкома Быковского постсовета, а в это время начальником Быковского отдела милиции служил Бурмистров Юрий Владимирович, а после и вовсе стал замначальника Раменского УВД и по совместительству является отцом нашего нового главы ритуалки. Получается, что Бурмистров-старший был подотчетен Неволину и явно был знаком с ним. Может, он как раз и попросил должность для своего сына-пытателя. С Бурмистровым в одной команде оказывается Алексей Харитонов по кличке Квадрат. Эдакий браток из 90-х, который отвечает за гранитку на Раменском кладбище. А по факту выполняет роль решалы, а также координирует действия взятых под крыло бывших силовиков для урегулирования конфликтных вопросов. Бурмистров и Харитонов не просто люди из народа, а ставленники криминального авторитета Шишкана. Отец Бурмистрова также работал на Шишканова в службе безопасности. Чувствуя мощную поддержку, криминальный опыт и отсутствие других навыков, начинают вести настоящую бандитскую деятельность, выдворяя с рынка конкурентов. Поджигают автомобили, подстраивают аварии, угрожают. В общем, стандартный бандитский набор. Ездит в обход. Мы сейчас прямо тут вот ебем, чтобы им прям жопой туда сдавать надо было, чтобы развернуться было нельзя. Да, давай, Мишаня, делай, Бэм. Ага, ща. И, короче, вот туда они нас не проедут. Ты от Васи Косова приехал сюда, а? Иди сюда. Ты что тут трёсишь? Как тебя зовут? Имя твое как? Имя твое как? Вася? Косой? Тебя как зовут? Володька. Володька? Ты что тут трёсишь, Володька? А? С кладбища попросили. С кладбища попросили? С какого? С Игумного. С Игумного? Кто просил? Кто просил? Имя кто просил? Сейчас разобью. А? Короче, чтобы я вас здесь никогда больше не видел, понял? Через 10 минут отсюда не через 3 минуты отсюда не уедешь, я тебе, Вася, разобью, понял? Ты понял? Отсюда поехали. Ой, отсюда поехали, черти. Скажи, что могиле осталось до могилы чуть-чуть совсем. Наши коллеги Ян Котелевский и Алексей Дорогов сняли крупный репортаж о деятельности данных лиц. С кем сказал о трупе? Не понял? О трупе кто сообщил? В чате сообщили, где вы также сидите. Ну да. А сколько заплатили Кому? за сообщение? Неизвестно. Неизвестно? Неизвестно. Что это было? Что это сейчас было?
мы решили пойти дальше. Ранее Квадрат работал в подмосковной Истре, где на него работал Николай Казаков, который в настоящий момент занимает должность директора ГБУ ЦМУ, фактически руководя всей подмосковной ритуалкой. После работы в Истре Казаков продолжил работу в той же сфере, но уже в Химках, где его непосредственным начальником был Юрий Чебуев. Но официально Казаков был устроен в отдел торговли и услуг Химок. Нечистого на руку Казакова уволили, и ему пришлось искать работу. Он обратился к старому товарищу Квадрату, который взял его под свое крыло. На тот момент к власти пришли ставропольцы вместе с Артемом Якимовым, который все свои действия совершает в плотном содействии с ФСБ и конкретно с Маратом Медоевым. Долгое время Юрий Чебуев стоял комом у них в горле. Тут-то и пригодились знания Казакова о бывшем начальнике. Силовики разработали схему по выдворению Чебуева со своего поста. 14 мая 2016 года произошел конфликт на Хованском кладбище. Теневой бизнес на захоронениях приносит колоссальные доходы. За миллионы разгорается нешуточная борьба. С первых часов на месте кровавого побоища на Хованском кладбище работает наша съемочная группа, Который спровоцировал массовую драку со стрельбой, десятками раненых и погибшими людьми. Что стало причиной драки нескольких сотен человек? Послушаем версию Алексея Немирюка. Есть ли вообще понимание сейчас у московских властей, что все-таки на кладбище произошло? Версий несколько. Версий действительно несколько, но основная версия все-таки мигранты, которые периодически проникают на территорию кладбища с различными целями. Иногда это просто сокрытие от правоохранительных органов. Зачастую многие из них работают на территории, прилегающей к кладбищу, в 50 компаниях, которые оказывают ритуальные услуги. Собрались сегодня утром в районе 12 часов у территории кладбища, значит, и попытались проникнуть. ЧОП, который охраняет кладбище, значит, попытался им противодействовать в этом. При этом один из сотрудников был ранен, после чего были вызваны силы полиции ОМОНа. Ну и, как вы уже сказали, более 50 человек было задержано. Что же было на самом деле? Чебуева подтолкнули на мысль, что все местные работники, а именно выходцы из Средней Азии, должны платить лично ему. Для этого он пригласил 2 десятка бойцов из спортивного клуба «Здоровая нация», которые по его плану должны были прессануть работников. У одного из них в руках старенький автомат Калашникова, еще у 2 травматические пистолеты. Остальные вооружены чуть проще. Ножи, кастеты, биты. Они сразу направляются к мигрантам, которые находятся здесь на площади. Раздаются первые выстрелы. Но спортсменам был оказан мощный отпор. В тот момент Чебуева охраняли оперативники ФСБ и Московского управления, которые моментально произвели задержание зачинщика массовой драки, повлекшей несколько смертей. Юрия Чебуева приговаривают к 11 годам колонии строгого режима. Бывший директор отделения ритуальных услуг Юрий Чебуев осужден на 11 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты тоже получили сроки от 3 до 11 лет в зависимости от их роли в майских беспорядках 2016-го. Всю операцию от провокации до ареста организовывал подполковник ФСБ Марат Медоев. В качестве благодарности за сотрудничество Казакову предложили должность директора ГБУ ЦМУ в Московской области, которую он возглавляет и по сей день. Марат Медоев впоследствии уволен после громкого скандала с расследованием дела Ивана Голунова. Маленькая капля справедливости в этой круговой поруке. В огромном клубке, где каждый приходится друг к другу сватом, братом или скрывает тайну о коллеге, выдав которую можно оказаться на погосте. Распространите данное видео. Мы просто обязаны поднимать общественный резонанс. История с делом Голунова дала всем правозащитникам, общественникам шанс на то, что их услышат, что справедливость может восторжествовать. В настоящее время ведется настоящая битва за справедливость.
Блогеры Ян Котелевский и Алексей Дорогов находятся под следствием по заказному делу после расследования о действиях Раменского МКУ. Андрей Дайнеко получил 4 года лишения свободы за вымышленный удар, при этом имея все доказательства невиновности. Нам нужна ваша поддержка.